Всем привет, с вами Дэн, у нас сегодня Берни, а это тот бренд с Алиэкспресс, который один из лучших по соотношению цена-качество. Давайте открывать коробку, смотреть, что там внутри, и вот она, красотулечка-то, ай, какая черно-оранжевая версия. Так, значит, здесь в коробке спасибочки. И инструкция на немецком, испанском, английском и китайском. Вот это круто, прям много всего. Так, ну что ж, я сейчас распакую часы, а дальше будем уже продолжать. Итак, значит, референс у вас сейчас на экране AM155M. И там на самом деле очень много разных вариантов по циферблату. Есть сталь вот с таким PVD покрытием черным. И мне нравится на контрасте с оранжевым, это прям всегда выигрышный стиль, особенно на лето, на солнце, да, прям красота. Ну, как видите, стиль компрессор, да, у нас есть две головки, одна заводная головка в отметке 4 часа, которая отвечает за минуты, часы и дату, и, собственно, еще одна головка в отметке 2 часа, и здесь мы можем уже пользоваться безелем. Здесь внутренний безель, который вот мы поставили там, например, да, 15 минут, отмерили и вперед. Ну вот, безель сейчас давайте поставим в центр. Он завинчивается, что хорошо, то есть можно все фиксировать. И по характеристикам, значит, стекло сапфировое. Сталь здесь 316L по корпусу и по браслету. Видите, такой инженерный здесь, мощный, красивый, хороший, четкий браслет. Миота 8215, но задняя крышка глухая. Здесь красивая такая гравировочка у нас на задней крышке. Здесь акула. Симпатично. Хорошо. 200 метров водозащита. Есть суперлюминова на метках и стрелках. Что касается цены, то примерно 10 тысяч рублей на момент записи этого ролика. Но смотрите по ссылке, потому что все может меняться, естественно. И давайте посмотрим по корпусу. 42 миллиметра, ну чуть поменьше я намерил по безелю, да, по корпусу ровно 42. Высота 12,6, здесь стекло плоское, так что часы невысокие, 20 мм по ремешку браслету. И 49,5 у нас от ушка до ушка. Да, там, кстати, есть варианты на, собственно, втор-каучуке, есть на браслете. Я рекомендую, конечно, брать сразу на браслете, а потом, если что, втор-каучук уже себе прикупите. Ну вот мое запястье 18,5, ну, аккуратные такие, прям чувствуются на запястье, особенно с браслетом. Из-за браслета здесь толстый, да, здесь сейчас еще померяем, какая толщина по браслету, ну, прям чувствуется вес. И мне нравится, кстати, мне нравится такой апельсин с черным, да. Прикольным. И причем оранжевый, обратите внимание, да, у нас в центре он чуть-чуть такой более бледный и очень такой прям насыщенный оранжевый к краю циферблата. Градиентик такой небольшой, я бы сказал, даже незаметный, скрытый, но прикольный. По браслету здесь сантиметров 5 про запас, так что на любое запястье практически эти часы сядут. Это хорошо. Ну, застежка у нас такая штамповочка на двойном фиксаторе. Максимально, да, надежно. Нет системы быстрой замены ремешка браслета. Браслет классный, браслет хороший в базе, да. Ну, понятно, эти часы захочется носить с разными ремешками, я думаю. И с каучуком, и с тканевым. Ну, мне кажется, в базе хорошо на браслете, особенно черная вариация. Так, 3,6 у нас толщина браслета. Это прям мощно, это прям такой серьезный мужской увесистый браслет. И давайте посмотрим на полном браслете, что у нас по весу. Я думаю, под 200 грамм будет. Ну, 186-187. Прилично. И если вам такой вес не особо нравится, да, но вы можете этот браслет, собственно, снять и поставить каучук, и будет совершенно другое. Но мне нравится, когда немножко такие дайверы, такие плотненькие, мужские, тяжеленькие, чувствуются на запястье. Это всегда прикольно. Значит, корпус у нас здесь с покрытием, да, и зеркальная такая поверхность есть на верхней части корпуса, немножечко на ушках. И браслет вот здесь такие между звеньями тоже немножко зеркального. А так в целом все матовое черное. Браслет такой рубленый, резанный. Я не скажу, что острая нижняя часть, вполне себе достаточно неплохо сглажена. И мне кажется, что за эту цену, да, примерно там 10 тысяч рублей, то есть это где-то 130-140 долларов. Этот браслет, это просто вау. Вот вы посмотрите. Это пушечный браслет в эту цену. Очень круто.
И корпус приятный. Здесь все приятно. Ну, Берни всегда так делает. И у нас еще внутренний безель, и у нас еще оранжевый, яркий такой апельсиновый циферблат. Еще и с волнами. Стрелки хорошо читаются, разные длины, контраст достаточно так проглядывается здесь неплохо, потому что минутная с оранжевым наконечником, а часовая такая с остальным. Читаемость отличная. Есть дата, так немножко так вот, если вспоминать, как раньше Seiko Monster бывали такого, да, тоже типажа. Ну, понятно, там не было черного PVD, но вот такой стилистики бывало, прикольно было. Мне нравится. Мне нравятся такие яркие, сочные, прям именно летние часы, и вот Берни именно такое и сделали. Хорошо, давайте циферблат еще раз смотрим. Ну да, есть рельеф, есть приятный рельеф такой на циферблате. Метки накладные, аккуратненько все. И акулка. Отлично. Ну что ж, вот такая модель вполне себе достаточно универсальная. И я думаю, что они на браслете и на ремешке по-любому будут смотреться интересно. Там есть разные вариации, есть просто сталь, да, можете посмотреть, разные цвета циферблата. Рыжий такой, да, оранжевый с черным, как, наверное, самый контрастный, самый яркий. Понятно, может быть, он больше на любителя, но мне заинтересовал именно этот вариант. Мне кажется, он такой прям веселенький. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн, конечно же, увидимся.